Я думаю, что по сравнению с той волной эмоций и негативного отношения, которое было вот после предыдущих выборов, и в России достаточно сильное настроение, и они транслировались и даже усиливались за рубежом, мне кажется, что сейчас будет спокойнее. И какой-то вот мощного удара по результатам выборов и, соответственно, по легитимности избранного президента, по-моему, быть не должно. В общем, все уже, там, нравится, не нравится, но все рассуждают о том, какой будет, например, внешняя политика Путина, как она будет отличаться от внешней политики Медведева, если будет отличаться, что можно почерпнуть из статей, которые он написал, особенно последней. И, ну, что называется, реальность побеждает. Приходится признать, что вот в России теперь новый президент, теперь на 6 лет. Предприняты были значительные усилия для того, чтобы, по крайней мере, формальные претензии к ходу голосования снять, повысить прозрачность. И хотя, естественно, многие эти меры тоже считают чисто декоративными, но, тем не менее, отрицать их наличие невозможно, и это немножко снижает негативный фон. С другой стороны, Россия такая страна, которую невозможно обойти никак. Причем, чем дальше, тем больше это становится понятно. По мере развития событий в мире, крайне неблагоприятного и хаотического, выясняется, что может нравиться российская система и власть, может не нравиться, но игнорировать Россию как фактор международной политики невозможно, а раз это невозможно сделать, то приходится принимать ту реальность, которая существует. Поэтому я думаю, что особенно сейчас в обстановке, как сейчас принято говорить, повышенной турбулентности повсюду, скажем, тот же Ближний Восток показал, что, казалось бы, Россия уже, ну, не тот игрок и не тот фактор. Вообще последние годы многие считали, что уже Россия там не имеет особого значения. И, честно говоря, действительно складывалось такое впечатление. Вдруг оказалось, что а вот никуда не денешься. Вот хоть ты тресни, а приходится каким-то образом, особенно когда Россия заняла очень жесткую позицию по Сирии, приходится как-то договариваться. Причем после пика нападок и критики, что Россия поддерживает диктаторов из-за того, что у нее там деньги, значит, сейчас вот совершенно явно пошла другая волна, что скорее российская позиция воспринимается как, на самом деле, более здравая. Потому что, глядя на то, что там происходит и что может последовать за свержением режима Асада, становится понятно, что вообще надо прислушаться к аргументам. Поэтому я думаю, что здесь, вот, отвечая на ваш вопрос, сочетание мер по все-таки повышению прозрачности плюс осознание, пусть и горькое для многих, что российский фактор крайне важен для мировой обстановки, приведут к тому, что все-таки реакция будет спокойной. Ну, вы знаете, мы занимались таким организацией общественного наблюдения и на думских выборах, и вот сейчас все-таки есть различия. У нас сейчас, по-моему, вот, чуть ли не каждый второй гражданин активной страны стал наблюдателем. Вот общественным наблюдателем это у нас и члены региональных общественных палат, то есть, в общем, корпус. Вот я на своем участке в Москве насчитал только 22 наблюдателя. Действительно, такой мини-актовый зал, там все записывают, все фиксируется. И есть различия, мне кажется, вот на этом этапе уже сама власть, и Путин, и Медведев, как бы сами были заинтересованы в максимальной легитимности данных выборов. Но, наверное, не было сомнений в победе Путина в первом или во втором туре. То есть было важно, чтобы была максимальная легитимность. Но, тем не менее, когда вот мы общались с делегацией БДИЧ ОБСЕ, которая осуществляет наблюдение от БДИЧ ОБСЕ за выборами, все-таки вот как раз 2 марта мы общались, был такой определенный скептицизм. Говорит, ну вы понимаете, у вас проблемы в законодательстве, в организации, то есть уже как бы были такие, чуть ли не предварительные оценки 4 марта, сделаны 2 марта. Хотя, наверное, вот и в их полемике, когда было общение перед думскими выборами, уже было понятно, даже вот их вопрос, что вы знаете, а веб-камеры, вот мы бы на Западе считаем, что это нарушение прав человека. То есть это как бы все-таки некое такое вмешательство в процедуру выборов. Все-таки это вот, знаете, у нас бы это бы не поняли. То есть даже вот такая некая вот,
с нашей точки зрения, максимальная открытость, ну не максимальная какая-то, но возможность для открытости, вот у них вызывает вот такие определенные возражения. Но, то есть, но тем не менее, я говорю, на мой взгляд, что вот многие общественные институты, максимально все, которые хотели, мы даже видели реакцию участковых избирательных комиссий на наблюдателей на выборах в Госдуму и на выборах, которые состоялись вчера. Максимально, даже если были кое-где нами неправильно оформлены там документы, ошибки в фамилиях и так далее, я хочу сказать, что вот участковые избирательные комиссии шли навстречу. То есть уже было вот за эти несколько, ну, получается, что за 3 месяца, скажем так, поменялось очень многое в организации и в настрое участковых избирательных комиссий раз, институтов гражданского общества по отношению к организации выборов и к общественному наблюдению. И одна из наших поправок в законодательство, я думаю, что мы ее в этом или в следующем году то есть, с помощью наших коллег из Госдумы проведем, это то, чтобы независимым общественным наблюдателям, то есть наблюдателям от общественных организаций, было дано право стать официальными наблюдателями на выборах. То есть не только от политических партий или от СМИ. Странно, когда от общественных организаций по 2,5 тысячи журналистов в качестве, скажем, в статусе журналиста ведут наблюдение от общественной организации. Поэтому я думаю, что вот прошедшие думские выборы и вчерашние выборы нам дадут серьезные основания для изменения нашего избирательного законодательства. Я думаю, что тут многие институты гражданского общества будут заинтересованы, и я надеюсь, что эти изменения они будут в конце года, в начале следующего одобрены Государственной Думой.